Ой, ему какое сегодня у нас интересное видео будет, дорогие мои подписчики. Здравствуйте. Ну вот смотрите, прекрасная Диана, которая приехала из Беларуси, правильно, да? Из Минска. Из Минска. Не везет на друзей из Минска. Вот кот, который атакует ее с самого начала. Ваш верный слуга Виктория. Нас объединяет с Дианой любовь к науке и то, что у нас одинаковый диагноз. Как он называется? СДВГ. СДВГ, расшифруй. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Это означает, что мы сейчас будем вести видео очень так непоследовательно. Спонтанно, потоково. Спонтанно, потоково. Да, пойдет. Вот. Куда Ну, нас в общем, заведет да, беседа. то, что, в общем, меня очень радует. Так, но вначале скажу, что мы с Дианой познакомились где-то год назад, примерно, Полтора года, да. 1,5 года назад в отеле «Алибаба». Такой отель очень интересный, классный. Я там с хорошими людьми знакомлюсь, если бываю там. И вот я точно знала, что мы с Дианой встретимся. И вот она говорит: Виктория, еду в Хургаду. Я говорю: дорогая, привези мне пакет гречки. Ничего не надо. И вот, в общем, да, она мне привезла гречку. И я никогда не думала, что можно радоваться гречке вот так вот сильно. Представляете? Так, спасибо тебе большое. Я ее разделю на 12 порций. Маркус не ест, слава богу. Он не приучен же. Ну, конечно. Разделю на 12 порций и буду вот так вот кушать с овощами, с маслом. Ой, ну, пусть гречечка тут стоит, вот меня радует, да, радует гречечка. Ага, так, диагноз СДВГ, как тебе живется с ним? Я думала, это моя особенность. Да? Да. А это оказывается более чем особенность. Да? Да. И я научилась с этим как-то справляться. Справляться? Да. Ну, интересно жить, правда? Мне Конечно. кажется, жизнь такая яркая, да? Да. Замечать моменты и проживать. Проживать, да? Да. Да. Сынок, вот Петр зовут Тоже его. СДВГшник. Серьезно, да? Дружу с Маркусом, он меня забыл. Маркус забыл, Надо чаще приезжать. Да, чаще приезжать, хотя бы общаться по WhatsApp, Петя. Будешь? А Петр означает камень. Да. Знаете, мы когда общались с Дианой по телефону, она говорит: Виктория, сейчас такие интересные события у меня в жизни случаются, я много учусь, там интересные изменения в личной жизни, ты говорила, да? Вот, ну, в общем, ну, расскажи. Вообще 2024 год – это год кармический. Для всех? Да, для всех. Да? И Мама, принесет трансформации всем. Всем, да? Да. Мама, Мне кажется, мама тебе кое-что сказать. А на Ютубе? Да. Будешь в Ютубе. Да. Как канал называется? Канал называется «Жизнь с Викторией», Петр. Ты знаешь, Мы что подписаны. Ты знаешь, что я Виктория Петровна? Моего папу зовут Петр, так что я Виктория Петровна. Поэтому ты знаешь, что это камень, да? Да. Я именно поэтому и назвала его Камень, да. Потому что мне надо было, чтобы был он сильный, крепкий. Да, Петр. Всё. Кошечка, теперь ко мне. Все, благословение получила. Ой, она все наступает. Не, ну кошка это святое, фу, Святое фу. святое животное Египта. Да. Красота, да? Он тут сидит, он делает сережки какие-то, вон сумочки. Вот мастер. Ух ты, класс. У меня бубен я из Ахаба взяла, Да? и Миша мне его не довез. Насколько вам интересно? Это же повышает вибрацию, очищает. Да? Да. Диана сказала, что такие барабаны, бубны очищают вибрации. Так что приезжайте, очищайтесь. То есть и получается, как себя нужно вести, чтобы в этот год быть максимально продуктивным? Основная работа должна вести с собой. Да, к себе возвращаться. Проживать все свои эмоции, все свои состояния, пропускать через себя. Вот, замечать это. А как вот научиться? Не врать себе. Не врать? Да. Вот поднимается страх, поднимается там недовольство собой, позволять этому быть и пропускать через себя. Вот. Мне очень помогает заземление, мне очень помогает йога, просто тишина, просто быть себе. Я люблю мантры. Мантры, да? Да.
А с ребенком получается тишина? Да, Да? да, это возможно. Всегда она есть. Что важное в жизни? Важно не врать себе и позволять всему быть. Понимать, быть, что да? да, ну мы разные, и у нас разные состояния бывают. Очень много подавленных состояний мы проживаем внутри. Мы как хранилище всех этих вот моментов. И я, наверное, как человек-триггер, который, общаясь с другими, достаю вот это вот все, чтобы разозлить, чтобы поднять. И вот эта хорошесть, которая показная, она просто растворяется. И проявляется суть человека. Это твоя задача? Я чувствую так, да. Да ты что, так Да. интересно, да? Да. То есть ты как Ну, бы я не люблю показываешь, фальшь, ты как бы показываешь человеку, что он может быть разным, да, да, что не да, обязательно да. быть хорошим. Ну да. Так а что такое хороший? Это же Да. вообще все. Но это из детства быть хорошим ребенком, соответствовать, да. Да, определенно. соответствовать. Вот поэтому так много людей имеют расстройство личности, Да, потому что им не позволяли быть собой, правильно конечно. же, да? да. Ну, да, то есть быть собой, но это не значит, ну, экологично проявлять себя. Да. Вот, и агрессия, злоба, там еще что-то, это все нужно. В Нужно. какой-то момент это обязательно должно проявиться. Ну, Да. защитить там своих детей, себя, да, Да. свои границы, но в то же время, Если агрессия появляется, чтобы это было, я. чтобы это было экологично, да, Да. экологичное проявление. Смотри, а вот ты говорила, какую-то игру изучаешь? Или... Да, я стала проводником трансформационной игры радикальному упрощению Сатори. Это игра про выход из жертвы, да, из состояния жертвы, когда где-то там внутри нас обидели, да, еще в детстве, да, и там вот эта энергия, она прям до сих пор еще стоит. И когда мы на протяжении жизни встречаемся с ситуациями, где убеждения те поднимаются, мы проживаем снова ту же боль. Если распутать этот клубок и с самого начала, ну или хоть какую-то ситуацию проработать, да, где убеждение ложное нам мешает жить, то оно распутывается как бусинка в бусинках, то есть все бусы, все ситуации раскрываются, энергия высвобождается, и человек может эту энергию направить на будущее. И встречаясь с этим убеждением, оно больше не работает. Как к этому прийти обычному человеку? Мне вообще нравится теория радикального прощения, то есть это Колин Типпинг, книга. Там она есть онлайн, правильно? Да, она есть онлайн, есть в аудио, ну, в Ютубе без оплаты. Можно прослушать эту книгу, очень много материалов, там можно заполнять анкеты, вот, работать с самим собой, но есть игра, она групповая, чтобы историю могли услышать другие участники. Подожди, пожалуйста. Когда человек другой делится с другими, да, все равно так или иначе эта игра раскрывает и другого, и он тоже это проживал. И оно так или иначе взаимосвязано. Все как вот очень отзывается истории других. Ты сопереживаешь, ты можешь помочь. А это прикол. Я когда начинаю только работать, они начинают убирать возле меня всегда. Да, ну мало ли, чтобы это... Они все очень просто любят внимание и в кадр. Это их особенность, я их обожаю за это. Я хочу в следующей жизни стать котом. Отлично. Ты будешь Петенька, не котиком. трогай хвостик, Ты похож ладно? на котика даже. Вот. И таким образом история должна быть выражена, чтобы ее услышали. Желательно, конечно, чтобы это хотя бы было 2-4 участника, да, когда есть возможность искренне прожить это, показать, быть уязвимым. Поднимаются разные эмоции, проживается разное. То есть если ты помогаешь себе высвободить это все, то ты высвобождаешь энергию, можно направить ее в будущее. Да? Вот там уже создается новая история. Там по спирали идет эта игра. И вот постепенно мы переходим к тому, что те люди, которые нас обижали в детстве там, или на протяжении жизни, они являются ангелами исцеления. То есть все, что происходит, это все для нас, для нашего становления, для опыта нашей души. Это интересно. И я несколько раз играла в эту игру сама лично, раз в 7, наверное. И каждый раз это было
ну, то есть трансформация не происходит сразу. То есть те люди, которых мы прощали, они проявляются. То есть энергия высвобождается у самого человека, Петя, и энергия высвобождается у другого. И тот человек чувствует, что что-то стало не так. И начинает звонить, проявляться. У меня так, я несколько раз проигрывала мужа бывшего, и он сразу проявлялся, и он такой: тебе деньги нужны? Все ли хорошо? Все нормально? И это было для меня удивительно, потому что, нельзя ни в коем случае говорить этому человеку, что я тебя прощала, да ты такой негодяй, вот, потому что тогда это не работает, это значит не прощение радикальное, это обычное прощение, традиционное, а оно отличается от радикального, что в традиционном мы хотим показать, что я тебя простил, как будто бы свысока, да, что вот я такой молодец, и я это сделал. Когда радикально, тебе не надо ничего доказывать, и нету энергии прощания, то есть вообще прощать-то и нечего, по сути. Все мы... Тогда вопрос. Да. Вот если в нашу жизнь попадают нарциссы-психопаты, которых и так много. Это исцеление нашей жертвы, это про то, чтобы мы возвращались к себе, чувствовали себя, свои границы, Шикарно. про любовь к себе. Вот, поэтому пусть они проявляются, и постепенно это можно как-то вырулить и себя исцелить. Мы же сами притягиваем их. Мы же сами притягиваем этих людей, и они нам нужны, и мы им нужны. Это вот момент зависимости. Да. Что такое зависимость, да? Угу. Слушай, кстати, о зависимостях. Можно просто на место плохих зависимостей создавать хорошие зависимости. Петро, я тебя очень прошу, выйди из кадра. Раз. Хочешь, я тебе дам задание поделать? Тогда сиди тихонечко там. Что там у тебя, математика, да? Я вообще Маркусу это принесла. Что это такое? Всякие задания Это интересные. что? Да, на русском. Вот. Да ты что? Да. Какая книжечка классная, класс. Вы же русский тоже изучаете? Да, изучаем. Вот. И тут кругосветное еще Да ты что? путешествие, да. Ой, а давай будем дома делать. Он Конечно. пока может поделать. Да нет, он не Ой, хочет. спасибо большое. Это твое. Какие там книжечки даже еще продают. Да. Вот. Наши белорусы делают. Класс, прикольные я вещи. знаю, и платьица у вас красивые, правда? Да, У меня да. есть друзья белорусы. Льняные тоже. Лен Льняные, очень, да. очень. Видите, Да. два товарища с СДВГ. На какую тему хотите Перешли. в одном видео? На какие темы? Сейчас, знаешь, вокруг света. Да, тут котики, тут это. Тут котики, тут вот Петечка, там есть. психопаты, тут это самое. Тут радикальное прощение. На самом деле, ты знаешь, я сама долго пребываю в жертве. Пребывала, то есть я с этим работаю. Ой, котики тоже любят гречку. Да. Вот. И это работа такая, то есть так или иначе мы на протяжении жизни попадаем в эту ловушку жертвы, Жертвы. где мы себя жалеем, не берем ответственность за себя и как-то входим в эти зависимости от спасателей, от всяких этих интересных людей. Вот. Но надо больше внимания себе уделять, чтобы выходить из этого треугольника. Мы с тобой шли, вот ты как-то красиво сказала, что женщина должна давать сыну любовь, а вот именно Да. какую-то жесткость. Воспитывать должен мужчина. мужчина, То есть, да. Воспитывать, да, это прерогатива мужчины. $5. Что $5? Скажи что-то. Пиво есть, сало есть, самогон есть, борщ есть. Сало куриця есть? Лангуста есть, мазботка на халяву. И мужчина подарок. Мужчина? Я Мустафа. Мустафа подарок. Да супер. Сало Очень есть. красиво. Ой, Хорошо отдыхайте. сало есть и борщ есть. Конечно. И кошка подарок. А ну покажи. А у кирвикта есть, лангуста есть. Вот ты елки-палки. Ну мы придем, хорошо? Окей, иншаллах. Всё. Меня визитка. Хватит видео, хватит. Давай. Хватит видео. Да давай, будешь, Хватит. да будешь известный. Окей, у меня визитка. Один фотография здесь, посмотри меня, на TripAdvisor, на Google, на Facebook. И потом придем мороженое подарок тебе. О, Увидимся. отлично. Хорошо отдыхайте. Спасибо, хозяйка. У тебя 37, да? Слушай, как ты выглядишь шикарно. Я не работаю, просто живу и радуюсь. Живу Дорогие свою друзья, жизнь. подожди, повтори. Итак, сейчас, то я перевозбудилась. Рецепт счастья для женщины. Я ее спросила, как ты 37 выглядишь, как будто бы тебе 22. Я думала, что тебе 25, знаешь. В общем,
как ты сказала, не работаешь и живешь, да? Да, я радуюсь жизни. Вот это очень важно. Вообще, знаете, как Ну, или сказала, делать то, что нравится. Да. как сказала Любовь Полищук, известная российская актриса, я ее очень любила, как она сказала, женщина должна работать мало и в охотку. Вот это 100%. Вот запишите себе, дорогие девочки, или делать то, что вот нравится, какую-то деятельность, Да. которая там... Нет, естественно, труд он есть, и воспитание детей это тоже труд. И быт, и какие-то свои практики, которые я делаю, ту же игру проводить, это достаточно энергоемко. Слушай, но ты занимаешься йогой, да? Да. Ты так Йога поэтому- она меня раскрыла. Смотри. Ой. Я хочу, знаешь, портнихи сфотографирую, скажу портнихе, Да. чтобы она мне такое сделала. Да. Красота. Эротичная. Слушай, йога сколько раз в день? Нет, это не в день, это вообще... Йога, Состояние души. мне кажется, это тело само просит, и оно делает. Вот. Да. И медитация, это, в Кстати, принципе, да. это не то, что там сидеть в позе лотоса, медитация это во всем. Во всем. Да. Моешь посуду, ты просто делаешь определенный момент вот здесь сейчас, и ты пребываешь в этом. Это и есть медитация. Мне йога помогает в жизни, то есть вроде бы это занимаешься своим телом, остановкой ума, физикой, да, и в то же время это очень помогает балансировать в разных ситуациях жизненных, находить решения из спокойствия ума, а не просто на каких-то эмоциях. Я Счастье. замедляюсь и потом только действую. Очень Счастье – балансирует. это гармония, да? Баланс. Да. Мне очень не хватает этого. То есть вот с нашим синдромом дефицита внимания и гиперактивности это вот рубить с плеча, это все делать быстро, да, не думая порой. Я учусь сейчас больше слышать себя и позволять как-то Быть из себе... тишины действовать. Да. Из тишины, быть себе разной. Да. Сильной, слабой. Да, но просто как-то слышать, что тут не надо горячиться, и все-таки лучше сделать иначе. Слушай, но сильный человек – это человек, который позволяет себе быть естественным и другим соответственно. да? Конечно. Когда ты позволяешь себе быть собой, тебе проще принимать другого человека Вот, в его естестве, и тогда не раздражает. И ты понимаешь, что мы все разные, что все может быть по-разному. По-разному. Да. Да. Дорогие подписчики, запишите. Мои подписчики очень любят новых Цитаты. цитаты, всякие Выбирай. умные вещи. Отлично. Мне кажется, там уже некоторые завели блокнотик, знаешь, и записывают всякие премудрые вещи от Виктории и ее подписчиков. Отлично. Какие у тебя планы вообще на ближайшее время? Мне надо войти в свою силу, раскрываться. Очень хочется мне этого, да. И вот, и вот Слушай, в мире развлечений быть. в мире развлечений, да. Да. Смотри, Египет, он тебе что дает? Для Это же меня волшебная Египет- страна. Для меня тут какие-то другие энергии, которые мне необходимы. То есть даже вот то, что я выбираю пятизвездочные отели и на все включено, при том, что я достаточно интровертна, я в этой толпе, в этом шуме могу находить баланс. У меня получается быть в себе среди людей. И это интересная такая прокачка. Когда все включено, вроде бы все в безопасности. Мне с ребенком очень комфортно путешествовать, потому что он становится более самостоятельным, да. Да. Но что-то тут невероятно. Какие-то энергии все-таки есть, которые меня манят. Уже 7-й раз я здесь. Я думаю, что есть смысл к тебе приехать и пожить месяц-два на съемной квартире. Вот возможно. когда ты- Но я была в Дахабе, и там вот как раз-таки аутентичная очень жизнь была среди местного населения, когда ходишь просто на рынок, покупаешь продукты, готовишь сам, и это совершенно абсолютно другой отдых. Даже не отдых, а жизнь. И я себя чувствовала очень свободной. Свободно, да? Да. Ну, там другие энергии.
Хургаде свои, в Шарм-эль-Шейхе свои. Вот. Смотрите, что мы здесь увидели. Прям возле самой дороги. Вот. Можно помыться, попить, чашечки. Класс. Никогда не обращала внимания, а теперь вот знаю. Вот такое можно увидеть, гуляя по городу. Им как С бублик другой с тобой. стороны, да, это прокачка нашей, безусловно, любви, дети. Дети – это про безусловность. Знаешь, у меня дочка, она с 3 лет читает, я занималась ранним развитием. У и тебя для еще меня- дочка есть? Конечно, 12 лет. Да ты что, Да. я забыла, представляешь? Да, такая же черноглазая рыба. Вода, Да, я огонь, да. и у меня дети водные, это просто мои лучшие учителя. Да? Вот. И дочка, она такая очень развитая, она очень такая, ну, говорю, с 3 лет читает. Смотри, получается, принесли мороженое малому. Смотри, Спасибо. получается, Шафран Гиден, получается, дети наши учителя в любом Конечно. случае. Да, в любом случае, так или иначе. Петро пришел в мою жизнь достаточно непросто. У нас был резус-конфликт, было переливание крови в первые сутки у него, желтуха, анемия и прочее. И я столкнулась с системой нашей, да, вот медицинской, пришла к гомеопатии, поняла, что мне вот это вот традиционно не подходит, потому что был атопический дерматит, аллергия, вот, разные знахари, целители, и таким образом я как-то пришла и к энергопрактикам, вот, к людям, которые чувствуют, знают, как это лучше выстраивать, и пришли к очень крутым результатам на самом деле. То есть на то, что была аллергия ранее, сейчас этого нет. И больше я к медицине не возвращаюсь. Мгм. Вот. Ну, такой. То есть, естественно, я не говорю, что если будет аппендицит, я буду давать крупинки, да, но естественно, что все в здравых моментах. Но, тем не менее, какие-то острые состояния я научилась лечить иначе, нетрадиционно. Вот. Чему они меня и научили. Петр, он такой, пришел, конечно, непросто. Интересно как. Да. Что бы ты хотела пожелать женщинам? Быть свободными, любить себя, вот, наслаждаться собой, своей женственностью, сексуальностью, прокачивать низы, заземляться. Я вот говорю, и я прям наслаждаюсь, потому что я сейчас проживаю это, когда живот расслаблен, когда мы животом дышим, не втягиваем в себя ничего, да. Я сейчас, наоборот, пытаюсь немножко набрать вес, потому что я там 45-43 килограмма, ну, определенное время прям мой стабильный такой вес. Хочется как-то к 50 немножко набрать, потому что хочется быть женственной, быть женщиной, а не подростком, ну, в 37. Вот. У кого-то вес побольше, они прячутся от мужчин. То есть это мы обрастаем килограммами, когда нам страшно, чтобы отталкивать мужчин. Ну, по крайней мере, я так вижу по своим знакомым. Много общаемся, и они, наоборот, пытаются как-то похудеть, да. Но тут важно принятие себя в любом теле и наслаждаться собой такой, какой ты есть. Вот. Не соответствовать кому-либо, а принимать себя вот такой вот. Получается, Все очень да. вкусно. Да. Фитнес учит поджимать живот. На самом деле женщине Нет, Чтобы надо его избежать, расслаблять. напряжения нужно быть расслабленным. Конечно, Согласна? конечно. И если дело касается, например, того же секса, ну, то есть в расслабленности, в наслаждении себя, а не в угоду мужчине, например, да. То есть это все через себя. Когда есть это, то это очень супер классно. Ну а на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.